Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Чемпионат мира продолжается, и патчмейкеры не стоят на месте. Во время мундиаля в Катаре так или иначе выходят различные модификации для ПК версии PES 2021 и не только для 21 части, которые обновляют мундиаль в игре. Но я более чем уверен, что вы и так в курсе обо всех этих модификациях, в частности на ПК. Но как же дела обстоят с PlayStation 4? Как вы все знаете, патчей там не сказать, что много, но даже для нее есть отдельные option файлы, которые обновляют национальные сборные к чемпионату мира 2022 года. И один из таких option файлов предлагаю рассмотреть в сегодняшнем видео. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, в комментариях делитесь своим мнением, ну а мы приступаем к нашему обзору. Стоит отметить, что это далеко не полноценный патч, а поэтому он не содержит графику для клубных команд, для лиг, турниров и прочего. Этот option файл содержит графику только для национальных сборных, которые непосредственно участвуют в чемпионате мира. Помимо графики, он также имеет актуальную информацию о всех составах участвующих в сборных и все, что связано с чемпионатом мира в Катаре. А поэтому данный option файл можно установить в дополнение к любому патчу, который вы используете на консоли. Только убедитесь, что вам хватает места для новой графики, потому что этот патч добавляет графику, а именно формы. И по сути, вкратце я уже обмолвился о содержании данного option файла. Но поскольку это патч для консольной версии игры, то вы должны понимать, что много он не добавит. Я имею в виду стадионы, графику чемпионата мира и так далее. Максимум это реальные составы, которые отсылают к реальному чемпионату мира, ну и графика в виде форм для национальных сборных. Данный option файл можно установить и на ПК, но я так полагаю, что в этом надобности нет. Потому что, опять же, на ПК есть множество различных патчей, которые и без того добавляют всю необходимую графику. Стоит отметить, что по возможности были добавлены почти все формы для всех национальных сборных, которые участвуют в чемпионате мира в Катаре. В некоторых сборных присутствует по одному комплекту, ввиду того, что в игре уже присутствует 3 комплекта и можно добавить только один дополнительный. Но это, к сожалению, максимум, который может предоставить консольная версия игры. А так, формы более чем хорошего качества, присутствуют нашивки с чемпионатом мира и составы у всех сборных актуальные, которые участвуют в чемпионате мира непосредственно, что на самом деле здорово. Что же касаемо установки, то здесь все так же просто, как и с остальными патчами на PlayStation 4. Вам необходимо перенести файлы из этого option файла на вашу флешку вставить в консоль и уже с нее перенести все файлы в игру. Как это делается, я рассказывал вот в этом ролике 2-3-годичной давности, который выскочил в правом верхнем углу. В принципе, ничего сложного, и по идее много времени установка у вас занять не должна. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу данного option файла, насчет увиденного, заодно мы и проверим, как много игроков на консолях у нас все еще присутствует. Но если вы ждете более глобальных патчей для консольной версии игры, то рекомендую не расходиться далеко, потому что рано или поздно, но мы все-таки вернемся к PS4 версии PES 2021 и вновь рассмотрим патч для нее. Но это будет в недалеком будущем. А чтобы это не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы здесь впервые. Поддерживайте это видео своими лайками, потому что оно способствует продвижению канала. Ну а у меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр, желаю вам приятной игры и удачной установки. До скорых встреч, друзья!